Всем привет, это снова я. Очередная рыбалка. Сегодня я один. Решил вечер потратить на рыбалку. Дела поделал, собравшийся. Вот теперь на рыбалку выбрался. Буду искать щуку. Вот такое вот озеро у нас на примете. Если кто смотрит мой канал с самого первого видео, то это озеро узнает. Это самое мое первое видео зимой на жерлице было снято здесь на телефон. Именно вот оно определило судьбу канала. Вот и я тогда думал, зайдет так, буду продолжать снимать. Нет, так на этом видео все и закончится. И оно хоть там и качество ужасное, заснято не так много, но по щуке неплохо. По щуке я тогда там хорошую щуку вытащил. Будет вот здесь вот вверху на него ссылочка, кому интересно. Вон гром громыхает, дождик срывается. А я буду отправляться. Всем приятного просмотра. Так, ну, поглядим, что у нас в этом озере есть. Это озеро, кстати, в нем щука с окунем всю белую рыбу поели. И они едят уже друг друга. Здесь такой был случай интересно. Мы с другом тут ловили в прошлом году. И плывем, вот смотрим, шевелится камыш. Думаем, ну, наверное, рыба нерестистая. Хотя потом подумали, какой нерестистый, август месяц, уже вся отнерестилась. Подплыли ближе, а там щука около 5 килограмм веса. Ну, где-то вот навскидку такого веса. Стоит и в зубах у себя поперек держит щуренка, грамм, наверное, на 500. И она ее так жует медленно и ждет, когда у той закончатся силы. Мы, конечно, были под впечатлением такого, что еще не видели. Вот она ждала, когда щукарик немножко ослабнет, чтобы ее уже развернуть в пасти и съесть. Так, друг его пытался захватить. Он, кстати, тоже смотрит это видео. Саня, привет. Он только схватил, получается, за гору, и она как рванула, там, конечно, было без шансов эту щуку, там еще попробую еще ухватить нормально на 5 килограмм, я думаю, вы представляете какой-то вес и какой-то горб у нее, чтобы ее как-то в воде зафиксировать, как в тиски взять, это как бы очень сложно. Такое было интересное, интересный момент. Что это такое? Вот, блин, первый обитатель. Ты расти быстрее, а то тебя тут схавают. Есть уже опыт, как бы. Опа. Такой вот червенок. Плыви. Что там такое приторможенный? Даже не понял, что с ним произошло. Что ты? Пошла. Возле вот этой вот елки, коряги, я зимой в первом видео одну щуку я вытащил, я там прям просто ее из коряги вытаскивал, там вместе с ветками из лунки доставал. А вот вторую же нет. Вторая так завела, что пришлось оборвать. К сожалению. Бывает и так. А ну-ка, вдоль коряги. И что-нибудь. Есть щучка маленькая. Опа! Прям вылетела. Че, это не та же самая, это, а? Да ё-моё. Ты думаешь, я тебе что, забрать хочу? Ты сдалась-то мне такая маленькая. Не покрупнее надо. Плыви. Расти. А то живцом станешь. Опа.
Да, ё-моё, вы, наверное, издеваетесь. Я, видать, в какое-то место попал, блин, где она не листилась. Уголок. Как на подвод. Где-то их там, наверное, экранируют. 3 штуки и все просто одинаковое. Все братья, небось. Здесь в середине, кстати, где-то, наверное, метров 12. Опа, что-то схватило поинтересней. Не? Показалось? Просто сбоку вылетело, да? Ну, такая же. Вот, ну, вы издеваетесь надо мной. Я не за вами приехал сюда. Такими маленькими. Так вот, здесь на середине где-то, наверное, метров 12. Такая вот глубина. Но я там... О, что-то опять схватило. Только не говори мне, что такая же. Ну-ка. Ну, чуть-чуть побольше. Далеко тоже не ушла. Надо же. Сколько вас там стоит, блин, на этих кувшинках? Что вы так на резину-то соблазняетесь все? Озера, кстати, свои я стараюсь не распространять, где я ловлю рыбу. Потому что очень много браконьеров. Много кто сетки ставит, и упаси Господь еще у кого-то ума хватает электроудочки, динамиты и тому подобное. Потому что места глухие, очень далекие. Инспекторов здесь отнюдь нету, блин, ни разу еще не видел. И лесников я как-то даже и не встречал здесь. И здесь могут творить что захотят. А случаи как бы уже были такие. Некоторые озера, они просто пустые, у них ничего нету. А я сторонник честной ловли. Чтоб рыбы хоть какой-то шанс был побороться, уйти. Я на удочку, на спиннинг. Мне такое ближе. Да и не выловишь такое количество, как вылавливают сетками и еще хуже удочками всякими. Потому что после удочки она еще и электроудочки, я имею в виду. Насколько я знаю, она становится бесплодной. И озеро погибает, пока снова не переродисто. Вот это что-то интересное. Причем у меня вертушка просто только зашла вот в воду и сразу же я подумал коряга. А тут щукарик. Ну, интересно. Вертушку, кстати, подцепил. Решил на нее повесить. Давай сюда. Вот такая вот интересная. Ну, пока щучка небольшая, только радует. Ай-яй-яй, так, блин, жаба я цепанул. Я надеюсь, она выживет. Блин, ну куда мне тебя брать, что ли? Постараюсь-то пускай. Все-таки у нее не одна жабрина, их там много. Добрался я до конца озера. Зимой, конечно, ходить эти расстояния очень было проблематично. В экипировке, в ботах таких зимних, тяжелых, когда снег еще на льду сантиметров 15-20. Получается отсюда и до туда. Это так себе, конечно, удовольствие. Это да, еще в первом видео сначала поставил на 2 частях сторон озера, а потом пожалел. Кстати, так много не находишься. И потом сюда перебрался. И здесь я ту щуку хорошую вытащил. В этом озере. В этом конце озера. Да е-мое, кувшинка. Есть такое еще вот болото вот за вот этими вот камышами. И там ее в основном и логово щуки.
Но в прошлом году это я помню, мы когда плавали здесь. Здесь, главное, тихо на озере. Зато там, а вот в камышах, такое исполняло, одни всплески, грохоты там, такие были выкрутасы. Там как будто, я не знаю, не щука, а крокодилы там между собой борются. Борьба у них была там. Не знаю, что он там делал, но грохот стоял много где. Не только здесь, а и там, вот и по окружности. Вот в основном вот это вот где-то метров, наверное, 200-300. Там, видать, воды много, места много у нее. И она там себя в безопасности чувствует. И там она и тусовалась. И, видать, изредка сюда вот уходит на охоту в основное озеро. Да и зимует, наверное, здесь. Потому что когда мороз под 30-ку-то ударит, я думаю, то болото промерзает все напрочь. Сомневаюсь, что там такая большая глубина. Тоже еще один вылетел из камышей. Ну, немножко побольше, чем там в начале были. Здесь, видать, уже немного другое нерестилище. Сюда иди. Конечно, мы же ее отпустим. О, что-то окунь, наверное. Наверное, окунь. Да, полосатый. Блин, вертушка с него с размером. А все туда же. Не знаю, там, наверное, щукарик. Но схватил прям бойко. Сбоку так. Приятненько схватил. Ну, блин, а мелкая-то какая. А по удару очень была приятная. Ну и дура, ё-моё. Хотел ее по-мягкому отцепить, она по-жесткому отцепилась. Ну что ж делать. Такая погода. Вот я люблю такое на рыбалке. Пасмурно, ветра нету. Штиль такой. Комарики хоть не кусают. Я, конечно, запшикался весь спреями. Но тем не менее. Бывает, что рядом летают, не садятся, а рядом терроризируют. Я сейчас вертушку уже подцепил крупную. То я начинал с двойки, потом тройку, сейчас я подцепил четверку. Чтоб уже не за что тупо исключать. Но тем не менее, он, что я сейчас вытащил-то на эту четверку. Ё-моё, окунь я кидаю. Второй сейчас, это уже второй получается. Первого я уже сейчас отпустил. И да щукарики маленькие, небольшие. Ну, окуньки маленькие. Хотелось бы покрупнее. Чё мне такие? Он опять ушел. Видать, стоит там стайка под кустиком. Ну, что-то еще вылетело. Эх, тоже сошла. Сходов, конечно, тоже немало. Однако. Ну, такая вот прям на маринад была. Очень даже хорошо пошла бы. Эх, что-то аж есть захотелось. Щучку маринованную. Давно не готовил. Надо будет сделать. Какой интересный лотос, или я не знаю, это просто кувшинка так цветет. Красиво. И причем тут берег, вот он весь у них усеян. Застилаясь-то. Еще что-то из камышей вылетело. Кувшинки завело. Что у нас здесь? Спряталась в кувшинках. Ой. Ну вот она,
кто-то ее жевал. Ну, конечно же, мы ее отпустим. У кого-то из пасти сбежала, а тут что? Ой, тут бежит. Да, озеро, конечно, хорошее. Щуки много, но не той, которой надо, маленькой. То, что я щучку одну поймал, я ее отпущу. Ну, чё мне одна? Ни туда и ни сюда. Вот. Ну, грамм где-то 700, наверное, 800. Думал, маринад насобирать. На маринад. Ну, что ты, будешь идти? А? Колбаска. Сосиска. Давай, давай. Давай, 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 давай. А? Не верит, наверное, еще. Все, пошла, пошла, пошла. В общем, такое вот озерцо. Хорошее. Щука есть. Такое вот. Погода, конечно, сегодня тоже та еще. Вот тут елочка. Много окуня, много щуки, но маленькой щучки. Видать, покрупнее, либо в камышах стоит глуби, либо на ямах. Ну, я на середину не выплывал, не видел смысла там кидать прям. Что-то мне не было желания. Хотел именно вот берега попрокидывать. Ну, видать, не сегодня. Ну, зато маленькой щучкой побаловал себя хорошо. Вот и закончилась рыбалка. Конечно, по щуке, что-то мне в последнее время на крупную не очень-то везет. Одна мелочь попадается. Но я, конечно же, ее всю отпускаю. А то и вообще всю рыбу отпускаю. Что как-то хочется покрупнее, посерьезнее, чтобы как-то сготовить с нее. Да и угостить кого-нибудь было уже не так стыдно. Одну же щучку ты не дашь, две маловато. Хотя бы три. Вот. То же самое и по окуню. Покрупнее хотелось бы. Вот такое болото внизу. Вид такой красивый. Скоро у нас черника зайдет уже. Как, ну она зелененькая, но уже подходит. Так что за черничкой тоже съезжу. Ну, спасибо за просмотр. Рад буду вашему мнению. Всем пока.